Всем привет, с вами Кучеренко Александр. Так, тема вертолетов. Еще очень много их впереди. Значит, в данном случае 64D Block 2 Apache. Академовский набор. 72 масштаб. Ну, здесь придется поработать очень много. Значит, что здесь я брал к нему? Значит, здесь есть интерьерное травление, немножко экстерьера, смоляные колеса от Reskit, 30-миллилитровая пушка от Master Model. Так, и два очень больших набора смолы. То есть вся задняя электроника. То есть открывается полностью все. И передняя электроника и двигатели. То есть полностью правый и левый борт открывается. Двигатели здесь. Ну, по сути, получается, открывается полностью все. То есть он полностью весь будет открытый. Очень много придется пилить, резать. Очень много расписывать придется. Все внутрянки подгонять. Достаточно непростой проект будет. Вот сам по себе набор очень хороший. Дефектов никаких нет. Все очень аккуратно. Но этого ничего уже скоро не будет. Вот, в принципе, от пластика здесь останется, скажем так, очень мало. Так, ну что, можно приступать. Так, очень много придется вырезать. Начну с передней электроники и двигателей. Вот так все это выглядит в смоле. Проработка отличная. Ну, Black Dog, в принципе, часто у них очень хорошая проработка. И косяков бывает не особо много. Бывают, конечно, проблемные места, но чаще они решаются. Двигатель идет один, второй будет закрытый. Чтобы правильно подогнать узлы очень четко, надо собрать сначала вот эти узлы. И уже после этого буду прикидывать, ставить смолу на места левый и правый борт. Подогнал я левую панель. Сейчас также подгоню правую. А потом ставить их буду уже непосредственно тогда, когда склею фюзеляж. Так, теперь нужно примерить правую часть. Также здесь необходимо срезать посадочные места стоек. И после этого уже можно будет подгонять более подробно. Так, вот эти вот два двигателя, родной и смоляной. Необходимо срезать вот эту вот часть. И вот сюда вот эту часть поставить на смоляную. В комплекте идет один двигатель, правый будет из набора, а левый будет смоляной. Так, вот смоляной двигатель, вот из набора. Смоляной будет открытый.
Так, с этим набором я закончил. Теперь можно переходить к этому набору. И потом уже заняться фототравлением для интерьера. Можно закрыть фюзеляж и повесить всю смолу. Так, надо срезать вот эту часть. Вот это остается. Вырезать капоты. Ставить вот эту часть. Вот это капоты. Потом надо будет вырезать вот эту часть, левый борт и правый борт, вот эти вот места. Один узел уже подготовил, вставил. Теперь надо будет вырезать боковые бортовые отсеки. Теперь надо зафиксировать обычный суперклей момент. Есть у меня клей, конечно, и получше, но в данном случае можно не заморачиваться сильно. Потом с других сторон я перехвачу и пролью уже со всех сторон. Поставил я верхнюю часть смолы и боковые, правый борт и левый борт. В принципе, можно уже начинать с травлением интерьерным, потому что смолу я уже подогнал, переднюю часть, как показывал ранее. Потом все это уже вместе я покажу. И есть еще и частично экстерьерная часть и интерьер. Теперь можно заняться фототравлением. Всегда не забывайте наждачной бумагой убирать пленку сверху с травления. Это очень важно. Без обработки больше вероятность того, что в процессе приклейки все это отвалится. Вот эти определенные моменты я буду повторять. Может, кто-то где-то не увидел какое-то видео предыдущее и что-то пропустил. По поводу интерьера, посрезать надо пластик с приборок. На сиденьях ничего срезать не надо. Здесь после покраски будут цветные ремни. Лючки не надо дорабатывать, они в смоле. Оно уже более интересное, чем пластик. Сама ванна кабины. Здесь тоже срезается определенная часть приборов. Подготовил все для травления. Травление цветное буду клеить уже после покраски. В принципе, сейчас уже можно будет собрать фюзеляж, поставить туда кабину основную, все приборы. Грунтовать и красить в процессе не будет мешать наклеивать травление. Поэтому сейчас все это поставлю, закрою, и можно будет собрать фюзеляж и подготовить навесную смолу.
Основные щели я убираю обычной томейской белой шпаклевкой, так как она немного въедается в пластик, хорошо заделывает швы. Бывают такие моменты, микрощели. Под грунтовкой, конечно, спрячься, но некоторые я уберу. Я использую вот такую вот Аммамик. Это акриловая шпаклевка. Чем она хороша? Она не въедается в пластик, убирается вот таким разбавителем. Вот так я наношу ее немного. И много не надо. И потом она легко разбавителем убирается. Так, что касаемо остекления. Кто видел мои видео ранее, видели, что я обычно с помощью томьевского скотча разной толщины я наношу непосредственно на сам фонарь скотч и аккуратно очень острым ножом я уже потом после этого прорезаю по контуру. Сильно давить нельзя, главное прорезать только сам контур скотча. Вот с помощью вот такого стапеля, скажем так, третьей руки, некоторые моменты очень удобно делать. В данном случае здесь был скол в смоле и нужно заделать. Получается, обе руки всегда свободны для работы. Здесь можно будет капнуть клей и потом зачистить все это и зашпаклевать. Так, подготовил я его под грунт. Сейчас мы его на месте. Поставил точеный ствол. Теперь покрашу кабину в черный, потом фонарь изнутри черный и закрою его. Загрунтую полностью фюзеляж. Предварительно не забывайте всегда обезжиривать в любом случае всегда поверхность перед грунтовкой, потому что потом могут вылезти определенные проблемы в виде отпечатков пальцев и так далее. Так, ну грунтую я как всегда своим любимым черным грунтом 1500 от Ганзы. Теперь покрашу интерьер, элементы интерьера и фонарь изнутри черный цвет интерьерный. Так как я люблю линейку C от Ганзы, которая вонючая, я потихоньку избавляюсь от акрилов. Запах здесь, конечно, хуже, но в работе мне эта краска нравится больше.
С интерьером я закончил. Сейчас надо будет сухой кистью выделить грани, и можно будет закрыть фонарь. И тогда уже переходить к основной покраске. Потом закрою масками вокруг отсеков и покрашу интерьерный желто-зеленый.